Вы когда-нибудь задумывались, глядя на то, как ваша кошка грациозно потягивается на залитом солнцем подоконнике, насколько тонка грань между ее комфортом и смертельной опасностью? Вы видите в этом солнечные ванны, но правда, скрытая за ее безмолвным мурлыканьем, может вас по-настоящему напугать. Тепловой удар может убить здоровую кошку менее чем за 20 минут, а иногда и быстрее. За то время, пока вы поливаете цветы, складываете белье или просто листаете ленту в телефоне, ваша кошка может провалиться в состояние опасного для жизни кризиса прямо у вас, под крышей. Самое страшное здесь не сама жара. Страшно то, что большинство кошек гибнет потому, что их преданные и любящие владельцы просто не понимали, что происходит, пока не стало слишком поздно. Ваша кошка — это пустынный хищник в меховом костюме, мастер в сокрытии боли и страданий. В ее сознании вы просто очень большая, на удивление неуклюжая, но бесконечно любимая кошка, центр ее колонии. И как старший сородич, вы обязаны знать, когда кошка наконец показывает вам, что ей плохо, часы, скорее всего, уже давно начали свой обратный отсчет. Сегодня мы разберем 5 шагов, которые спасут жизнь вашей кошки, если случится непоправимое. Мы узнаем, почему кошки не умеют охлаждаться так, как это делаем мы, какие смертельные ошибки совершают владельцы в попытках помочь и почему лекарство, которое кажется логичным, может стать роковым приговором. Часть 1. Архитектура перегрева. Почему они беззащитны? Кошки — это биологические шедевры, но их система охлаждения удивительно хрупка. В отличие от нас, они не потеют всей поверхностью кожи. В отличие от собак, они не могут эффективно охлаждаться через частое дыхание. Их внутренний термостат легко перегружается экстремальной жарой. Прежде чем мы перейдем к действиям, мы должны понять, находится ли ваша кошка в группе экстремального риска. Не все кошки сталкиваются с одинаковым уровнем опасности, и знание того, в какой категории находится ваш питомец, может стать разницей между спасением и трагедией. 1. Плоскомордые породы, брахицефалы, персидские, гималайские кошки, экзотические короткошерстные. У этих сплюснутых красавцев укороченные носовые проходы и сжатые дыхательные пути. В обычный день дыхания для них это уже работа, а в жару эта борьба за воздух умножается многократно. Их тела просто не могут двигать воздух достаточно эффективно, чтобы остыть. 2. Длинношерстные породы. Мейн-куны, рэгдоллы, норвежские лесные. Та роскошная шерсть, которой все восхищаются, во время тепловой волны превращается в густое, удушающее одеяло, которое они не могут снять. 3. Пожилые кошки. С возрастом внутренний термостат становится менее надежным, а органы работают на пределе своих возможностей. Жара просто не оставляет им права на ошибку. 4. Кошки с лишним весом. Каждый слой жира — это лишняя изоляция, которая удерживает тепло внутри. Их сердца и легкие и без того находятся под нагрузкой, а жара усугубляет ситуацию в разы. 5. Котята до 6 месяцев. Их тела еще не научились надежно регулировать температуру. Они могут сломаться пугающе быстро. Если ваша кошка есть в этом списке, ваше внимание должно быть удвоено, потому что в жару секунды превращаются в годы. Часть 2. Чтение безмолвного языка. Признаки, которые нельзя игнорировать. Ваша кошка никогда не скажет вам, что она в беде. Она не будет мяукать. Она не придет к вам за помощью. Инстинкты заставляют ее скрывать слабость. А значит, к тому времени, когда вы что-то заметите, ситуация уже может быть критической. Вы должны научиться читать ее состояние по мельчайшим признакам. Все начинается почти незаметно. Учащенное дыхание с открытым ртом. Остановитесь прямо здесь. Для кошки это красный флаг, которым она машет изо всех сил. Кошки почти никогда не дышат ртом в нормальном состоянии. Если вы видите пантеру в своей гостиной, которая дышит как собака, это сигнал бедствия. Далее вы заметите чрезмерный груминг, кошка начинает лихорадочно вылизывать свои лапы. И шерсть. Это ее единственный инструмент. Она пытается использовать слюну, чтобы охладиться через испарение. Это помогает, но этого недостаточно.
Затем наступает беспокойство. Кошка не может найти себе места. Она переходит из угла в угол в поисках облегчения, которого не существует. Когда ситуация обостряется, дыхание становится тяжелым, появляется густая тягучая слюна, а десны меняют цвет. Запомните цвета предупреждения. Здоровый цвет – кораллово-розовый. Опасность – бледные, ярко, красные или синевато-серые десны. Сделайте простой тест. Нажмите пальцем на десну кошки на 1 секунду и отпустите. Цвет должен вернуться за 1-2 секунды. Если это занимает больше времени, немедленно к ветеринару. Нормальная температура кошки от 37,7 до 39,1 град. СС 100-102, 5 С. Все, что выше 40 крат СЛА С104 крат F, опасно. А выше 41 крат СЛА С106 крат F – это экстренная ситуация, где каждое мгновение на счету. Часть 3. Шаг 1. Эвакуация из зоны смерти. Каждая секунда, которую ваша кошка проводит в жаре, разрушает ее органы. Печень, почки и мозг повреждаются в режиме реального времени. Первый шаг не требует раздумий, он должен произойти немедленно. Выведите ее из опасности. Уберите ее с солнца, из душной комнаты, с застекленного балкона или подоконника. Несите ее туда, где воздух движется и прохладно. Плиточный пол в ванной – идеальное место. Холодная керамика мгновенно начинает вытягивать тепло из тела при контакте. Но здесь кроется важный нюанс. Большинство людей инстинктивно начинают суетиться, хватать кошку и в панике бежать. Пожалуйста, постарайтесь сохранять спокойствие. Каждый лишний всплеск энергии, каждая борьба и паника генерируют еще больше тепла внутри тела вашей кошки. Двигайтесь плавно, говорите тихо. Ваша кошка считывает вашу энергию. Если паникуете, вы паникует и она, а паника убивает. Если кошка лежала на раскаленном асфальте, не заставляйте ее идти. Прежде чем поставить ее лапы на поверхность, прижмите тыльную сторону ладони к земле на 7 секунд. Если вы не можете удержать руку, поверхность обжигает ее лапы. Несите ее на руках. Часть 4. Шаг 2. Охлаждение без шока. Смертельная ошибка с идом. Это шаг, который спасает жизни. И это же шаг, который их губит. Потому что то, что кажется правильным в момент паники, почти всегда является фатальной ошибкой. Ваш инстинкт кричит: «Хватай лед! Хватай ледяную воду! Обливай кошку!» Пожалуйста, не делайте этого. Вот что происходит, когда вы прикладываете лед к перегретой кошке. Кровеносные сосуды прямо под кожей мгновенно захлопываются. Тело кошки пытается защититься от резкого холода, но иронично то, что закрытые сосуды запирают жар внутри, не давая ему выйти из глубоких органов. Шок от экстремального холода может привести к коллапсу системы кровообращения за секунды, что действительно работает. Только прохладная вода, не ледяная, не из холодильника. Комфортной температуры, в которой вы могли бы держать руки. Фокус на зоны охлаждения. Место, где сосуды проходят ближе всего к поверхности. Это живот, подмышки, внутренняя сторона бедер, пах, шея и подушечки лап. Метод. Используйте мягкую ткань или полотенце, смоченное в прохладной воде. Постоянно смачивайте их заново, не давайте им нагреться. Критическая ошибка. Никогда не заворачивайте кошку в мокрое полотенце. Это кажется логичным, но на деле вы создаете термос, задерживая тепло внутри и препятствуя испарению. Кожа должна контактировать с воздухом, чтобы выдыхать жар. Если у вас есть термометр, проверяйте температуру ректально каждые несколько минут. Как только она упадет до 39,4 град ЛС 103, прекращайте охлаждение. Почему? Потому что переохлаждение так же опасно, как и перегрев. Если вы зайдете слишком далеко, кошка может впасть в гипотермию, что станет новым экстренным случаем. Часть 5. Шаг 3. Создание искусственного пота. Знаете ли вы, какой самый недооцененный инструмент спасения при тепловом ударе есть в каждом доме? Он включен в розетку. Это вентилятор. Вентилятор сам по себе не герой. Он становится всемогущим только в сочетании с влагой на коже вашей кошки.
Влажная кожа плюс движущийся воздух — это комбинация, которая делает всю тяжелую работу по охлаждению. Воздушный поток сметает влагу с поверхности, и этот процесс уносит тепло с собой. Это принцип испарительного охлаждения, тот самый механизм, который заставляет нас чувствовать прохладу, когда ветерок касается нашей потной кожи. По сути, в этот момент вы создаете для кошки те самые потовые железы, которых у нее никогда не было от природы. Если день очень влажный, испарение замедляется. В такие дни делайте больший упор на прохладную воду, влажные компрессы и кондиционер. Следите за дыханием кошки. Если она успокаивается, пантовое дыхание замедляется, а она перестает бороться, значит, охлаждение начало работать. Часть 6. Шаг 4. Протокол гидратации. Ваша кошка теряет влагу с каждым паническим вздохом. Она опасно обезвожена. Но давать воду в состоянии теплового удара нужно крайне осторожно. Правило безопасного питья. 1. Никогда не заставляйте ее пить силой. Не вливайте воду в рот. Не держите ее голову. Дезориентированная кошка может вдохнуть воду в легкие, что приведет к новой трагедии. 2. Никакого льда в воде. Используйте обычную прохладную воду из-под крана. 3. Маленькие порции. Предложите немного воды с руки или из мелкого блюдца, а затем уберите его. Кошка в панике может выпить слишком много и слишком быстро, что вызовет рвоту и еще большую потерю жидкости. 4. Если кошка без сознания или вялая, никакой воды. На этом этапе вы ничего не можете сделать безопасно дома. Немедленно в клинику. И, пожалуйста, никогда не давайте кошке человеческие жаропонижающие, ибупрофен, парацетамол или аспирин. Они смертельно токсичны для кошек. Даже крошечная доза может вызвать отказ органов. Безопасной дозы для кошки не существует. Часть 7. Шаг 5. Ловушка мнимого благополучия. Почему визит к вету обязателен? Это тот момент, когда даже самые любящие владельцы совершают ошибку, которая приводит к трагедии. Кошка кажется лучше. Дыхание стабилизировалось. Она посмотрела на вас, может быть, даже встала или попила воды. Паника в вашей груди стихает, и вы решаете остаться дома. Пожалуйста, не совершайте эту ошибку. У теплового удара есть то, что ветеринары называют жестоким вторым актом. Пока кошка выглядит стабильной снаружи, внутри нее могут запускаться разрушительные процессы. Острая почечная недостаточность, повреждение печени, отек мозга и неврологические осложнения. Синдром ДВС – нарушение свертываемости крови, который вызывает катастрофические внутренние кровотечения. Ужас в том, что эти симптомы часто не проявляются в течение нескольких часов, а иногда и суток после перегрева. Ваше чутье не заменит анализ крови, а ваш взгляд не увидит то, что покажет УЗИ. Поэтому визит к ветеринару обязателен без исключений. Позвоните в клинику заранее. Скажите, что везете кошку с подозрением на тепловой удар, это даст врачам время подготовить кислород и место. В машине включите кондиционер на полную мощность и продолжайте прикладывать прохладную ткань к зонам. Охлаждение. Говорите с ней низким, спокойным голосом, в этот момент вы для нее весь мир. Часть 8. Период восстановления, невидимая борьба. Когда ветеринар разрешит вам забрать кошку домой, кризис не заканчивается. Он переходит в стадию восстановления. Первые 48-72 часа после теплового удара критически важны. Вашей кошке нужна спокойная, прохладная и контролируемая среда. Никаких прогулок, никаких игр, повышающих пульс. Следите за ее лотком. Изменения в мочеиспускании, кровь, слишком мало или слишком много мочи могут быть первыми признаками того, что почки все еще борются за жизнь. Если кошка не ест более 24 часов, это сигнал тревоги. У кошек в состоянии стресса может быстро развиться жировая дистофия печени. Часть 9. Предотвращение. Как никогда не встретиться с этим врагом. Почти каждый случай теплового удара можно было предотвратить. И это правда, которую ветеринары несут в своем сердце после каждого экстренного приема. Никогда не оставляйте кошку в припаркованной машине, даже на 5 минут.
В теплый день температура внутри достигает смертельного уровня менее чем за 10 минут. Следите за солнечными ловушками. Застекленные балконы. Веранды и комнаты с панорамными окнами могут нагреваться до температуры духовки к полудню. Закрывайте туда доступ в жару. Проверяйте технику. Кошки любят темные и теплые места. Всегда проверяйте стиральную и сушильную машины перед запуском. Чердак и лофт. Тепло всегда поднимается вверх. Если кошка нашла путь на чердак в летний день, там может быть на 10 градусов жарче, чем в остальном доме. Инвестируйте в охлаждающий коврик для кошек. Большинство питомцев обнаруживают его и влюбляются за считанные минуты. Обеспечьте несколько источников воды. Знайте базовые показатели своей кошки, ее нормальное дыхание, цвет десен, ее обычный ритм жизни. Потому что в экстренной ситуации именно отклонение от нормы станет вашим ранним предупреждением. Вы ее щит и ее жизнь. Тепловой удар действует быстро и не прощает ошибок. Но знание — это ваша броня. Ваша кошка доверяет вам все, что у нее есть. Она не может открыть окно или налить себе стакан воды. Все, что она может, это доверять тому, что вы смотрите. И теперь вы точно знаете, на что смотреть. Уберите ее из жары. Охлаждайте постепенно. Обеспечьте поток воздуха. Дайте воды, но осторожно. И всегда, всегда везите ее к врачу. Берегите своего маленького хищника. Помните, что для вас кошка — это лишь часть жизни, но для нее вы и есть вся ее жизнь. Начните проявлять свою осознанную заботу прямо сегодня, просто проверив температуру в ее любимой солнечной комнате. Потому что в конечном итоге, в этом огромном мире, ваш голос — это ее музыка, ваше присутствие — ее безопасность, а ваше знание — это ее единственный шанс на жизнь. Посмотрите на свою кошку прямо сейчас. Она только что медленно моргнула вам, признавая ваше лидерство. Напишите в комментариях, знали ли вы, что ледяная вода может быть опасна при перегреве. Давайте вместе учиться понимать этот великий молчаливый язык любви и спасать жизни тех, кто сам не может попросить о помощи.